И все снято, Марьяна, здрасте. Здравствуйте, товарищ. О, tu ti piace quando provo a parlare con il nostro lingue? Pure tutto fatto Марьян. Все сделал Марьян, пока я там удухался в других местах. Lo sai, tutti dicono che Marianne sta a lavorare, che faccio io? Se tu fai video dall'altra parte. Все говорят, что Марьян один работает, что я делаю? Не переживайте, я делаю, просто я не могу снимать и делать. Здесь у нас комната тоже, видите, уже стены выравниваются. Здесь тоже все выровняли. Так, ну и все говорят, что ничего не сделано. Все у меня двигается, у меня нету размера в кухне. Здесь я не могу разогнаться. Здесь у нас, помните, не помните, все просто было вздутое, развалено. Чего-то там искрило, вроде перестало искрить. Не, искрит, но статки. Марьян. Марьян! Это все было в плесени, все было вздутое и замазано таким неправильным материалом. Здесь углы все выровненные. Здесь все отремонтированы эти штуки. Что тут у нас Марьян? О, какие у нас тут красивые углы. Все идет так, как надо. Здравствуйте, товарищ. Как-то вспоминается картина «Ленин на субботнике». Почему-то с детства помню эту картину. Надеюсь, вы тоже. Yes, все работает. Комната как комната. Сразу закроем эти дырки. Пусть сохнут. И вот так вот. Котяра регулярно приходит, просит покушать. Ну как же ему отказать? Классный котик. Он теперь меня и провожает, и встречает. Короче, имею друга. Пока, киська. Жди нас. Ну и напомню, помимо того, что я вам показал, здесь не было окна. Купили в Лерой Марлене. Это было важно в первую очередь сделать, так как я привез сюда много инструмента, и надо было, чтобы перекрыть свободный вход в дом. Это была основная мысль. Во-вторых, стены были все в сырости, в плесени, зашиты зачем-то гипсокартоном по низу. Все это снялось, все это демонтировалось. Эта комната была самая сложная, и я все как-то оттягивал, начинать ее, потому что вот эти даже доски, хозяйка сказала: не, доски сними, мне куда-то аккуратно сложи. Доски оказались прикручены, каждая доска, 3 шурупами к этим 3 большим балкам. Шурупы толстые, сверху это все было заклеено линолеумом. Шляпок этих не видно, это просто был капец, чтобы эти доски демонтировать. И вот даже если бы изначально спросили, а сколько стоит снять вот этот 2-й этаж, так сказать, я бы не смог сказать, потому что невозможно знать, насколько все сложно будет. Ну и вот мне интересно, вы можете посмотреть весь процесс этой работы. Вот скажите, во сколько бы вы оценили всю эту комнату, допустим? А те, кто мне пишут, ну я не знаю, либо промолчать, либо обидеться, наверное, чего мне обижаться? Кто-то мне писал: да ты ж тут ничего не делаешь, ты кроме уборки ничего не умеешь поначалу. Одна какая-то агрессивная женщина мне говорит: да здесь всю работу Марьян делает.
Марьян сделал много. Вы поймите, зачем вот эти соревнования, кто больше, кто меньше. Каждый делает свою работу, и в общем оно получается так, как должно получаться. И в основном-то я считаю, что какая бы ни была работа в начале сделана, там разломы какие-то, грубые работы, в конце концов самое важное, как заканчивается работа, понимаете, когда вот вы покрасили, трещины, качество покраски, качество шпаклевки, вот это дает конечный результат и вид, а не то, что там где-то там внутри стены. Хотя мелочей в этой работе нету, важно, как вы заштукатурили, важно, как вы подготовили стену, насколько у вас удобный инструмент, наличие его, ну и, конечно же, как всегда, интерес самих рабочих к скорости, к качеству. Еще раз возвращаясь, почему я часто люблю работать сам. Работал с пацанами, говоришь ему подмети. Половина может подмести, половина либо плохо, либо вообще не подмести. С одним работал, сказал подмети, он по кучкам все по всей квартире разложил и ушел. А кто кучки будет собирать? Человеку объясняешь, положи картон, он берет его обратной стороной. Знаете, есть ребристая сторона, есть гладкая. Почему-то люди считают, что если они ребристой стороной вверх положат, то будет более мягче и более осторожно. Бред собачий. Так вы зато можете подметать его спокойно, а если вот этими ребрами вверх, то подмести вообще невозможно. И некоторые еще у меня усираются, говорят, что так лучше. Поэтому я ни с кем не спорю, себе сам делаю так, как мне нужно. Важно, чтобы под плинтус обязательно было заклеено, потому что именно там обычно пачкается. И это тоже люди не всегда понимают. В общем, кто-то может заклеивать там 2 рулона скотча может пойти, а можно и половину рулоном заклеить. В общем, нюансов немерено. Теперь шпаклевка. Один может вам так зашпаклевать, и не дай бог, что вы будете после него шкуркой проходить наждачной. Можно за полдня все отшкурить, а если человек плохо вам вот эту вот работу сделает, вы будете там целый день, а то и 2 дня затирать. У меня были такие пацаны, что он одну ванную целый день затирал, при том, что пол ванны заделано плиткой, это только поверху. Ну вот так вот люди работают, понимаете? Я хорошо шпаклюю, быстро шкурю, и у меня работа идет быстро. Зачем мне вот тратить нервы на кого-то? Вот с Марьяном нету этих проблем. То есть он дал мне первую руку, то есть достаточно хорошо. Кстати, после первой руки я не шкурю наждачкой. Я видел некоторые зачем-то, вот в Украине в основном, дают руку, шкурят. Потом опять вторую руку, опять шкурят. Я такой ерундой не занимаюсь. Я шкурю только уже в конце, после вот финишной шпаклевки. Кто-то меня спрашивал, почему я не даю грунтовку. Грунтовку я даю только перед покраской. Кстати, в этом видео я не показал, где-то оно затерялось в телефоне. Но грунтовку здесь, да, обязательно, потому что вот эту пыль и саму шпаклевку, все, что вы наложили, ее надо зафиксировать. Вот эта рука, она самая важная, шпаклевка стук-пастой финишной. И правильно затереть. Аккуратно, каждые 15 сантиметров под фару. Только так вы будете гарантированно знать, что ничего у вас нету, потом брак не вылезет. Ну и покрасить, конечно, важно правильно. Скажем, я стараюсь всегда сделать первую руку, как сделал Марьян, хорошо, а он сделал хорошо. Я сделал вторую руку стук-пасты, одну. Люди делают 2. Я не знаю зачем, перестраховываются. Это всегда дороже работа получается. Но у меня выйдет и за одну. И дешевле, и быстрее. В общем, процесс не буду весь показывать. Пару минут гляните, как это происходит. Я это чищу 150 наждачкой, 150-180 максимум. Видите? Многие чистят 220, потому что более гладко.
Это в 2 раза дольше, это я противник этого. Я не использую никакие терки. Я использую вот так вот, слаживаю наждачку. Это, кстати, 180-ка. Это 150-ка. 150-ка быстрее. И все, и вот так вот. Мне так удобнее. Кто-то говорит, что только терками. Терки вообще не использую. Насчет грунтовки, я говорю, что я делаю уже перед покраской. Да, в некоторых случаях, когда штукатурка старая, сыпется, чтобы ее укрепить, можно дать грунтовку. Грунтовка это, в принципе, в основном здесь, это типа ПВА, разведенная водой. Знаете что, сколько людей учу бывает, приходит пацан, объясняю, берешь, у тебя рука длинная, отсюда начал, здесь закончил. Знаете, как они тут? Почти все. Я говорю, я же тебе объяснил. Ухожу, начинаю так, прихожу через полчаса. Он ищет. Вы не должны искать. Вы должны просто тереть. Естественно, если где больше останавливаетесь, ну на секунду, конечно. Сразу вот этот край тоже надо протирать на батистоте, чтобы он был готов к покраске. И что происходит, если я ставлю какого-то пацана? Вот он целый день шкурил. Я прихожу, то есть я хочу уже давать грунтовку и красить. То есть я должен проверить. Я опять с фарой по всей комнате прохожу. Естественно, в 90% нахожу брак. Опять беру наждачку. За ним опять прохожу какой-то круг. То есть теряю время, нервы. Потому что дать ему еще раз сказать, бывало и так. Ты говоришь, объясняешь. Нет, то же самое. Все равно какие-то пропуски. Человек не понимает до конца. Чтобы он понял до конца, он должен покрасить, найти вот эти все браки, исправить их. Только так учишься. Если человек сам не красит и не заканчивает работу, ты ему хоть 100 раз объясни, он ничего не поймет. Обязательно убираем пыль со стен. Ну все. Можно красить. Не знаю, будет вам видно, не видно. Ну, в общем, все должно быть гладко. Вообще скажу вам, есть преимущество, если вы все пройдете добросовестно стук пастой. Особенно на 2 руки. У вас, то есть, получается уже все белое. Видите, у меня часть такая. Скажем, темные участки закрасить сложнее, больше рук надо дать. Если все зашпаклевано, оно все беленькое, одинаковое. Это как будто уже вы 2 руки краски дали. Потом быстро красить. Ну, как по мне, покрасить проще, чем зашпаклевать. Еще и на такой высоте. Там доходит до, наверное, 3,5 метра. Там в конце угол я покажу, я просто с этой лестницы, даже с последней ступеньки, она уже на максимум открыта, не доставал. Кстати, один раз с этой лестницы грохнулся, сломал локоть, зато упал на спину, и что-то у меня там хряпнуло в спине, и, по-моему, стало на место. Так все время побаливало, а тут как будто там что-то на место стало. Так что бывает, можно удачно упасть. Вообще я везунчик. Фу-фу-фу. А, кстати, почему упал? Не потому, что у меня там голова закружилась или что. Я так долго работал наверху, что я забыл, что я на лестнице. Представляете? Я что-то там сам с собой болтаю, что-то на шефов своих злой. И просто тупо со всем инструментом в руках делаю шаг в сторону, как будто я на полу стоял. Как я такое мог ступить? Один раз такое было. Ну, у меня 2 компрессора, как видите. Есть один поменьше, другой побольше. Они оба недорогие. Кто-то, наверное, меня спросит, почему не валиком, в чем плюс, в чем минус. Не знаю. Мне иногда вот по чутью. Мне хочется так, есть возможность. Я отдыхаю от валика. Есть свои преимущества, есть свои недостатки. В общем, неважно. Просто вот так.
Скажу одно, что валиком, кисточкой вы не можете наложить много, особенно если надо закрыть какую-то темную, грязную стену. Именно в таком способе вы налаживаете постоянно. Ну, конечно, надо осторожно, чтобы потеков не было. Но даже если они случаются, валиком их можно раскатать и подремонтировать. Небольшая проблема. Ну и как бы вам ни казалось, что все просто, если вы никогда не красили компрессором, у вас будут проблемы. Есть много нюансов. Так что все практика, все тренировка, так сказать, и всему надо учиться, учиться, учиться. Опять же, блин, наш Ленин. Сегодня 1 мая, что-то меня на Ленина потянуло, вообще что-то. Не любители этих всех Ленинов, революций, мне кажется, что все вот это, что произошло, наверное, еще маразм начался с 17-го года. Когда к власти пришли все вот эти вот, ну, как их там, малообразованные, простые трудящиеся. Один угол был в трещине, я не доставал, позвал сына и Тработеллу привез. Такая у нас трещинка, до которой без этой штуки было не добраться. Так все готово здесь. Угол подровнял, сохнет. Все, можно жить. Все. Есть контакт. Неужели? Неужели? Ну что-то еще помыть. Это такое. Что тут наш кофе? О, сейчас готово. Все, кофеек. Две чашечки. Что-то одна грязная. Это сахар. Ладно, будет моя. В общем-то, она и так моя. Ну и хотелось бы еще после одной выполненной работы серьезной, как по мне, сделать, так сказать, разбор полетов. Вы знаете, мне уже самому мой канал становится интересный. Если бы вы смотрели все от начала, ну, те, кто смотрят от начала до конца, довольно интересно получается. Ведь когда я работал раньше, ну, максимум у тебя там какие-то воспоминания, фотографии остаются, и то, которые ты потом удаляешь. А здесь, глядя на это все, думаешь, блин, все-таки насколько это сложная работа и сложная жизнь. Но в ней же есть свой интерес. У нас у всех какие-то есть постоянно проблемы. Иногда работа помогает просто отвлечься от них. Нам, строителям, не надо ходить в спортзалы, поддерживать форму, так как сама работа у нас и есть спортзал. Настроение, конечно, у нас меняется, отношения на работе меняются, отношения в семье. Бывает, все идет так, как по маслу. Вроде бы и работа, и деньги. Все вроде бы в кайф, но что-то все равно случается. Так жизнь устроена. Не бывает все ровно и гладко. Так же, как и на дороге. Каждый день ты выезжаешь, не знаешь, доедешь ты с приключениями, без приключений. Почему говорю, что сама дорога, от нее тоже устаешь, ты в постоянном напряжении. Я не могу себе позволить не попасть в аварию, потому что у меня жена, сын, их надо кормить. Ну, не так, чтобы кормить, но без меня, наверное, им будет плохо, трудно. И поэтому, как на этой дороге, тут вдруг откуда ни возьмись, я почему люблю сравнивать все с природой, с животными? Потому что так все работает, нельзя обидеться, потому что вдруг откуда ни возьмись появился туман, все стало смутно, нету солнца. Ведь это все временно в нашей жизни. Любые горечи, проблемы, в конце концов, даже войны, все рано или поздно проходит. Так же, как и снег, дождь, времена года меняются.
просто надо себя успокаивать. Ну да, сегодня так. Вот сейчас я еду, нету солнца. Но оно же будет, оно же есть, оно же никуда не денется. Просто нас раздражает это, мы не знаем когда. Сегодня, завтра, через минуту, через час. Мы все хотим знать, что будет завтра. Ну так было бы, наверное, неинтересно и скучно жить, если бы мы все знали наперед. Каждый поворот это сюрприз. Каждый день это новый сюрприз. Живите и радуйтесь. Я иногда просто проезжаю мимо, думаю, вот случилась авария, а человек же куда-то ехал, у него были на сегодня планы, а машина вдребезги. Я люблю ездить быстро, и знаете, когда-то мой начальник мне рассказал такую вещь, у него был мотоцикл, и я с ним часто ездил на больших скоростях. Он говорит, когда ты едешь быстро, ты концентрируешься, те, кто едут медленно, они скорее сделают аварию. Они едут полусонные, они типа на релаксе. И поэтому я стараюсь быстрее доехать до работы и закончить этот кусок моей жизни. Может быть, потому и не важно для меня, крутая машина, не крутая, удобная, неудобная. Я не собираюсь в ней жить. Она мне для того, чтобы перевозить материал и просто доехать на работу. И платить за машину 50-100 тысяч евро по стоимости квартиры, я вообще не понимаю этих приколов. Хотя, наверное, мои такие размышления, это все-таки от бедности. У кого этих денег немерено, наверное, ими 50 тысяч, это так, как для меня 1000 евро. Кстати, насчет денег, конечно, получаешь удовольствие от выполненной работы, и тебе приятно, что ты сделал, кому-то приятно, но в конце концов мы считаем, а что же я с этого имею, сколько я вложил труда и сколько я заработал. В конце концов, самое это главное. Поэтому, когда вы платите нам, не жалейте этих денег. Я вам показываю довольно подробно весь процесс работы, чтобы вы понимали, что это не просто. Не только важно махать руками, а важно это все продумать от начала до конца, купить инструмент, найти напарника хорошего. Все важно, все настолько непросто, что когда с опытом, с годами все это проходишь, учишься, все кажется намного интереснее, интереснее от того, что ты умеешь, что ты можешь. Ну и так как у меня канал называется «Жизнь иммигранта», дотронусь немного до темы, почему я, потому что тоже часто то ли спрашивают, то ли новые зрители, почему я здесь живу, почему мне здесь нравится. Потому что я вырос в маленьком городе в Украине, мне там становилось скучно, знаете, и всегда можно почувствовать разницу, там хорошие дороги, большой город, то есть я работаю по всему Риму, по всей округе Рима. Довольно интересно, у тебя постоянно все меняется, каждая работа рано или поздно заканчивается, все рано или поздно заканчивается в нашей жизни, и в этом прикол и интерес. Завтра новый день, новая дорога, новое местечко, а в Италии здесь каждое место, оно по-своему уникально, красиво, интересно. В моем городе, вот в Черновцах, где я жил, вырос, ты уже знаешь, каждую тропинку, каждую дырку. А здесь каждый раз какой-то новый тоннель и какой-то свет в конце тоннеля, какая-то надежда. Мне интереснее так жить. Я думаю, что вы меня поймете и для себя тоже возьмете что-то из моего канала, что мир-то большой и интересный. Почему бы его не посмотреть, почему бы не попробовать разные способы жизни в разных местах. Мои рассуждения такие. И повторяю вам, не важно, что сегодня плохое настроение, туман и что-то не так. Всегда у вас будет следующий день, и он должен быть лучше. Во-первых, к этому надо стремиться, этого надо ждать. И счастливый человек на самом деле это тот человек, который умеет воспринимать текущее, скажем, состояние вашего положения таким, как оно есть. Все всегда зависит только от вас, ваше настроение, ваша машина, насколько вы за ней следите, ваша работа, что вы любите, что вы не любите. Никого вы не должны обвинить в ваших проблемах, если они у вас существуют.
Сделайте себе символом, ну, такую короткую поговорку. Есть проблема, надо решить проблему. Все, проблема решена, идете дальше. Завтра следующая проблема. Это не проблема, это ситуация. Проблема, когда вы уже под крышкой гроба. И то тогда уже вообще все пофиг. То есть в тот момент вы уже ничего не можете изменить. Сама жизнь — это игра. Самое главное, что должен усвоить каждый, это игра. И мы здесь просто развлекаемся. И у каждого это развлечение свое. Не должно быть понятия, у кого-то лучше, у кого-то хуже. Просто вот оно вот так и все. Так же, как и мой канал. Вот он такой и все. Ни плохой он, ни хороший. Просто он не такой, как у всех. И в этом кайф, согласитесь. Кстати, я надеюсь, вы не забыли подписаться, поставить лайк. С моего канала также, смотрю, многие отписываются. Я понимаю, что кто-то посмотрел там, скажем, Ватикан, а тут я показываю стройку, вообще не в тему. Я вам советую, смотрите все. Я сам не знаю, что будет через месяц, через два на моем канале. Так же, как эта дорога и эта погода. В этом жизни интересно, и я хочу сделать канал полезным для вас, интересным и разнообразным. Еще раз всех с 1 мая. Всем мира, любви, добра, удачи. В общем, будьте оптимистами. Как всегда, это самое главное.